Я попробовал тканевые ковры Новый Union, чтобы рассказать вам о том, что они из себя представляют. И честно, я остался полностью доволен ими. Не побоюсь этого слова, это лучшие коврики, которыми мне довелось попользоваться. И в первую очередь за счет подложки, о которой я, пожалуй, поговорю в первую очередь. Всего я протестировал 3 ковра, и это Восход, Горизонт и Вершина. Каждый из ковров по-своему уникален и дает ровно то, чего от него ожидаешь. И более того, я полностью пересел на 2 из них, о чем расскажу чуть позже. Подложка у ковров отличается своей невероятной липкостью. Ей категорически наплевать на пыль, и она сохраняет свою липкость. Коврик натурально тяжело оторвать от стола, и с учетом того, что я постоянно пересаживаюсь, условно, когда печатаю и когда играю, меня бывает по ушам бьет статическим электричеством, ну как бы это нормальная история, с кем не бывает. Действительно, блин. Чего не скажешь о той же подложке Энергона, который в себя собирает всю пыль и возможную грязь, которую убрать после этого практически невозможно, даже при стирке. Подложка у ковров на бумаге софт, но очень твердый на контрасте с Энергоном и тем же ковром от Pulsar, которым я пользовался совсем недавно. Я не могу продавить эту подложку во время игры, и коврик остается на своем месте вне зависимости от того, насколько я агрессивно юлозил мышкой по поверхности. А что еще, собственно, нужно от ковра? На самом деле я очень ценю тот факт, что это жесткие ковры, так как такого очень не хватает на рынке относительно недорогих ковров. И думаю, блин, у этого коврика прикольный принт или цвет. Я часто неизбежно сталкиваюсь с разочарованием, что коврик по итогу оказывается слишком мягким для меня, как это произошло с ковром Pulsar Hyperion. Он очень мягкий, я в него просто утопаю. Я честно не понимаю, кому нравятся мягкие ковры. Давайте так, если вы пользуетесь мягкими коврами, то расскажите об этом в комментариях. Мне правда интересно почитать, по какой причине вы выбираете мягкие подложки. Я лично вижу у мягкой подложки одни недостатки, в духе случайного продавливания подложки в напряженные моменты и большей вязкости. Ну и точки вы не можете наклеить при использовании ковра с мягкой подложкой. Ну, приступим к коврам. Хотя стоп, сначала быстренько подписываемся на мой телеграм-канал. Там будут всякие новости, прикольчики. В общем, всем буду рад. Итак, ковры мне приезжали в необычном порядке. Что хорошо, поэтому начинаем с Восхода. Следующий Горизонт и последний Вершина. Восход представляет из себя шершавую, плотную, долговечную поверхность. В моем случае он в ярко-рыжей расцветке. И так уж вышло, что этот ковер понравился мне больше всего. Он быстрый, но, что самое главное, легко позволяет остановить мышь и заметно помогает при фликах. Трекинг ощущается приятно. Я за все время использования не столкнулся с тем, что ковер был недостаточно быстрый, или же не дотягивал по контролю. Низкое динамическое сопротивление и приличный контроль в статике. Этот коврик по-настоящему можно назвать балансным, и я его использую уже на протяжении 3 недель в связке с Энергоном, где Энергон в основном используется для ковака, а Восход для киберкотлетинга. И не подумайте, Энергон используется только по той причине, что у него максимально низкое динамическое сопротивление именно с рукавом. То есть он практически не цепляется за рукав, он идеально скользит. Восход все же имеет небольшое, маленькое такое сопротивление при использовании рукава. Но опять же, оно никаким образом не мешает при игре, хотя в некоторых трекинг-сценариях я ощущал некоторую залипание, если можно так выразиться. Восход в данном случае прощает многие мои ошибки, в отличие от того же самого Энергона или стекла. За счет того, что абразивность на Восходе довольно умеренная, мне было максимально комфортно им пользоваться. Я мейню его при игре в Apex, и он мне отлично подошел. Хотя раньше я всячески противился возможностям использовать какие-то ковры, кроме быстрых. Поэтому следующий ковер... это самое сложное для меня. Контрольный Горизонт. Скажу честно, это самая красивая поверхность у ковра, что я видел. В принципе. Поверхность имеет перелив от серого к черному и ощущается действительно уникально. Коврик сухой по своему глайду. Это сложно назвать так называемым болотом. У него есть динамическое сопротивление и сопротивление в микроконтроле, но глайд при этом ощущается именно что сухо. Честно сказать, мне было действительно тяжело им пользоваться. Этот ковер определенно подходит для какого-нибудь Counter-Strike или других шутеров, где нужен максимальный контроль. В
первую очередь, мне мешала общая абразивность ковра. Как бы так выразиться, он буквально не дает мне делать резкие движения с той же эффективностью, что я получал на восходе или вершине. Вести за таргетом приходится с небольшим усилием, причем не из-за того, что мышка не скользит, а я банально цепляюсь за него кожей или рукавом, что в моем случае негативно играло на моем аиме. Мне просто не подходят абразивные ковры. С учетом моих игровых предпочтений, этот коврик мне не подошел. Но я прекрасно понимаю, что он может подойти тем, кто играет в тактические шутеры. Поверхность действительно крутая, и в сравнении с другими контрольными коврами, которыми я пользовался, именно этот понравился мне больше всего, благодаря жесткой подложке и своему сухому глайду. Сколько раз я сказал слово сухому, но вот это вот идеальное описание. Сухой. Вот он сухой. Следующий ковер — вершина. Вот это, конечно, крутая, быстрая и очень гладкая штука, в недостаток которого я могу записать лишь перепутанную ось. Глайд быстрее, если коврик перевернуть, и с рукавами я столкнулся с тем, что рука скользит по нему лучше всего именно в перевернутом состоянии. Однако должен отметить, что с кожей коврик дружит в любой плоскости, и вряд ли вы сильно заметите всю эту историю с осями. Да и да, в целом коврик без рукава вообще прям супер. Я так тоже поиграл. В перевернутом, не в перевернутом состоянии, в общем, рекомендую. Очень плотное плетение и гладкая поверхность. Присутствует небольшая вот эта вот маслянистость на старте, что значительно заметнее, чем на том же самом энергоне. Первое время я этому был недоволен, и в каких-то трекинг-сценариях, моментах в Апексе я ощущал, что мне приходится совершить какое-то усилие для старта ведения за целью. Но в динамике этого не ощущалось. Но потом все стало нормально. Я просто привык. И знаете, что снова стало самым главным? Подложка. Она тупо зарешала, потому что быстрая и одновременно жесткая поверхность — это очень круто. Правда, и пришлось его перевернуть, изменив его размеры. Я могу сказать, что я бы купил этот коврик при выборе быстрого ковра. В энергоне меня смущала именно его мягкость, так как я чувствовал моменты, где я проваливаюсь, а также энергон безумно быстро пачкается. Понятное дело, что не от пота, а именно от какой-то мелкой пыли, и очистить его до идеального состояния очень сложно. На вершине после постоянного использования восхода я просасывал в самом начале. Но в итоге, после адаптации, я могу его рекомендовать. Хотя сделаю ремарку, что если вы используете рукав, то вам придется его либо вывернуть, либо найти рукав с перевернутыми осями. Без рукава, как я упомянул ранее, вообще никаких проблем не возникает, поэтому так можно играть как хочешь. Когда вершина приехала, я буквально бросил энергон на пол. И теперь я разминаю коврики исключительно на нем, да и играю тоже местами на нем. Но если я еще и нахожусь прям вот в прайме, то играю на нем в Apex. В случае, когда я хочу вот максимальной стабильности, я выбираю восход, который помогает мне нивелировать проблемы со стрельбой. Бывает, там не в с той ноги встал, что-то стреляешь мимо куда-то. Where are you going? Остановить! Hey, that's pretty good. Let's look at the. Could you stop playing with that radio, Lord? I'm trying to get to sleep. Could you stop playing with that radio, Lord? I'm trying to get to sleep. Could you stop? Could you stop? I'm trying to get. I'm trying to get. Would you?
Поговорим немного в общем о коврах и перейдем к итогам. Надо бы отметить еще и оверлок. Он здесь все же не идеальный. Местами есть утончения и небольшие неровности. Оверлок ниже поверхности ковра, поэтому все остальное по большому счету абсолютные мелочи. Также мне не очень нравится крашеный оверлок на восходе. Потому что, как по мне, это несколько удешевляет внешний вид ковра. И да, я ничего не сказал про упаковку. Ковры поставляются в индивидуальном конверте с приятным дизайном. Упакованы они в плотную картонную коробку, что на самом деле приятно. Отдельным кайфом стало отдирание язычка с конверта, который отрывается как по маслу. Куда лучше стандартного варианта с картонной лентой. Ну и сам ковер находится в пленке. По моему мнению, классическая линейка ковров получилась более чем успешной. Хоть и с небольшими оговорками, которые на самом деле сложно считать серьезными недостатками. Заценен на маркетплейсах в пределах 3-4 тысяч рублей. И это я считаю отличным приобретением за подобную стоимость. По факту такая подложка это именно то, за что я готов платить дополнительные деньги. За время, что я просто баловался с разными ковриками, мне ни разу не попадались на глаза коврики с твердой подложкой, кроме ковров артизан. Не будем, конечно, забывать, что я нуб и мог о чем-то не слышать, но безусловно жесткая подложка это то, чего определенно не хватает на рынке. И я настоятельно рекомендую попробовать это всем, потому что я долгое время руинил свою стрельбу мягкими подложками. Банально из-за маниакальной идеи вдавить мышь в ковер, что явно негативно сказывается на контроле таргета, да и фликах. Повторю это еще раз. Я ненавижу Xsoft подложку. Софт на самом деле тоже не очень люблю. Но вот что-то ближе к жесткому софту, ближе к мид подложке, вот это прям идеально. Ковры разнообразны, и каждый сможет найти подходящий именно под себя, и это самое главное. Остается, конечно, вопросом, как поведут себя коврики со временем, но, судя по моим ощущениям, они не должны сильно потерять в свойствах. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!